Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола за прошлую неделю. В этом году Федерация патриотического формирования подписала закон о запрете использования в военно-тактических играх моделей оружия иностранного происхождения. То есть теперь в страйкболе можно использовать только АК, АСВАЛ, СВД и другие модели российского оружия. Из анонимных источников стало известно, что в ближайшее время планируется введение обязательного экзамена на право владения страйкбольным оружием с обязательной уплатой взноса в размере 3000 рублей. Связано это с внесением поправок в правила страйкбола, согласно которым всех организаторов игр на законодательном уровне обяжут пускать на свои проекты игроков с 14 лет. При этом организатор должен бесплатно предоставить игроку автомат, защитные очки и запас шаров на месяц. В случае, если игрок не может играть самостоятельно, организатор должен играть за него. А еще у вас спина белая, и сегодня 1 апреля, поэтому никому не верьте. А теперь настоящие новости. Компания LCT сделала тестовые страйкбольные версии АК-12 и АК-15 в песочной расцветке. Именно в такой расцветке в свое время были показаны первые реальные АК-12 на выставке Армия-2016. Пытаясь изучить спрос на АК в такой расцветке, LCT обратились ко мне с просьбой помочь сделать опрос среди российских пользователей продукции LCT, что, собственно, я и сделал на странице Red Army ВКонтакте. А еще в специальной группе пользователей LCT ВКонтакте, которую я также помог создать. Реакция пользователей оказалась отрицательной, и скорее всего LCT откажется от идеи выпуска приводов в такой расцветке, или будет какая-то очень ограниченная партия. Если вам есть что сказать, или у вас есть еще какие-то дополнительные вопросы к LCT, вы можете их задать как раз в этой самой группе. Представители LCT, кстати, ее читают. Ссылку на группу я оставил в описании. ICS показали новый демо-ролик с демонстрацией ICS Revo Wolf System. По сути, это новый боевой и заправочные клапаны для Green-Gas магазина. По информации от производителя, фишкой нового заправочного клапана является возможность заправлять на 30% больше жидкой фракции газа в магазин и, соответственно, получать большее количество выстрелов с одной заправки. Боевой клапан с возможностью регулировки хода, то есть вы можете настроить ход клапана под конкретно ваш пистолет. Новые клапаны в скором времени появятся во всех моделях пистолетов от ICS. SR Union показали концепт кита для владельцев пистолета МК-23 Соком, который превращает ваш пистолет в бесшумный карабин с дополнительным магазином в быстром доступе. Идея заключается в том, что любители тихих операций с Сокомом все равно чаще всего стреляют из пистолета, придерживая его заглушитель второй рукой. Со 2 по 3 мая 2019 года на полигоне ПК «Легион» под городом Асбест, это недалеко от города Екатеринбурга, пройдет суточная сценарная игра «Нам Долина Ядранг». Игра проводится под эгидой открытия страйкбольного сезона 2019 по версии МГ-12 «Легион». В игре принимают участие две стороны – условно силы США и условно силы Вьетнама. Количество игроков около 500. Организаторы обещают полигон с укреплениями, дрова, туалеты, карту каждому участнику, магнитики, антураж для миссий и даже технику на игре в виде 2 КАМАЗов, 3 ЛуАЗов, 1 ГАЗ-66 и секретная разработка сумречного гения. Любители настоящего олдскульного страйкбола должны оценить. Полигон игры состоит из лесного массива, реки и участка с каркасами кирпичных зданий, так что будут и лесные операции, и CQB. С 9 по 11 мая 2019 года под городом Копейск на полигоне Завод Пластмасс пройдет сценарная игра Балаклава 825 ГТС от мастерской группы Эпицентр. Это те самые организаторы и тот самый полигон, на котором проходила игра Бункер Ким Чен Ына. Постоянные зрители нашего канала должны помнить мой гранатометный геймплей на этом полигоне. Многие в комментариях тогда отметили, что просто мечтают поиграть на таком полигоне. Полигон состоит из наземных строений, перевалов и большого подземного комплекса. Организаторы добавили внешний антураж локаций, сирены, аварийное освещение, дым машины и другие элементы, которые добавляют адреналина и эпика игровому процессу.
Лично я могу смело назвать этот полигон лучшим, на котором я играл за все время игры в Strikeball. В том числе, так как этот полигон позволяет полноценно играть при любых внешних погодных условиях, так как 80% полигона состоит из зданий и подземных сооружений. Для обеспечения непрерывного игрового процесса и комфорта игроков на точках старта будут развернуты огромные полевые шатры для отдыха в любую погоду. А также привлечены профессиональные кейтеринговые компании. Разумеется, есть дрова, вода и туалеты. На текущий момент регистрация игроков близится к 500 участников. Лимит, установленный организаторами, 1000 человек. С 9 по 19 мая в черте города Екатеринбург на территории полигона Свердловский пройдет традиционная игра серии «Заря». Это уже 8-я игра серии с участием настоящей военной техники, в том числе танков и БТР. Особенностью игр серии «Заря», проходящих в Екатеринбурге, является, так сказать, реальное участие боевой техники в игровом процессе. То есть на технике и на некоторых зданиях расположены лазертаг-датчики. Пушки танков оснащены лазертаг-системами. Игроки в рамках миссий могут получить лазертаг-гранатометы. То есть техника не просто катается по полигону, перевозя игроков, но и может поражать некоторые укрепления и другую технику. Стандартные правила страйкбола расширены наличием ранений и медиков. Сценарий игры обходится без условных флагов и удержания тактических кустов. Каждая игровая точка выполняет свою четкую функцию на игре. На всех перечисленных мною проектах будет работать магазин страйкбольной пиротехники «Бабахи», в котором игроки смогут приобрести весь ассортимент пиротехники от Zevs, StrikeArt и Tagin. Если вы собираетесь ехать на одну из этих игр и вам нужна пиротехника, и при этом вы не хотите самостоятельно ее вести, вы можете оформить заказ на необходимую продукцию и забрать все на полигоне перед игрой. Ну или просто купить все необходимое на месте. Ссылки на игры и магазин пиротехники «Бабахи» я оставил в описании. Вы, наверное, заметили, что новостей от производителей стало заметно меньше. Это нормально, и такая ситуация повторяется уже 5-й год. Весной и летом происходит некий спад на новинки, и производители возобновляют свою деятельность примерно к сентябрю. Кроме того, люди начинают чаще ездить на природу и на игры, и меньше уделять времени интернету. И мы не исключение. Поэтому до сентября видеовыпуски новостей переходят в формат раз в 2 недели. Мне хотя бы будет что вам рассказать. Оперативно за новостями вы можете следить в нашей группе ВКонтакте, а также в специальном телеграм-канале. Все ссылки я оставил в описании. А у меня на этом все. С вами был Евгеньевич. До скорого!